Всем привет, с вами Дэн, можно сказать, дамы и господа, у нас впервые на канале Константин Чайкин, да? А кто не знает Чайкина, поднимите руку, я думаю, таких нет, но тем не менее, в 2010 году Константин Чайкин стал первым и пока единственным российским членом Международной академии независимых часовщиков, да, швейцарской, а с 2016 по 2019 он ее возглавлял, занимал пост президента. В 2018 году Константин Чайкин и его часы «Клоун» были удостоены приза за дерзость Женевского гран-при. Ну и вы знаете, что Чайкин — это наше все, потому что, пожалуй, да не пожалуй, а точно это самый главный наш часовой мастер. И это тот человек, которым Россия и российская часовая индустрия всегда гордилась и будет продолжать гордиться. Ну а сегодня особенные часы. Спасибо, кстати, моему товарищу, которого у нас в чате, в Telegram все знают как, ну, допустим, как патриарх, да? Вот, короче, он дал мне эти часы на обзор, и, наконец-то, Чайкин на канале. И давайте уже, наконец-таки, открывать коробку и смотреть, чего там внутри. А внутри там у нас вот такая тряпочка, тут даже есть перчатки XL. И вот вот эта деревянная, вот это, я вам скажу, коробка, да. Ну вот ты берешь ее и сразу понимаешь, внутри что-то особенное. И в августе 23 года состоялась презентация первого российского персонажа в коллекции Чайкина Ристмоны, да, ну, монстры на запястье. И это первая модель российская такая, вот именно российский, русский персонаж, это часы «Колобок». Ристмоны, вы знаете, да, Чайкин обрел, наверное, вот прям, не скажу, что именно известность, потому что известен он был, конечно же, до Ристмонов, но вот такую вот прям именно популярность, да, общемировую, именно благодаря Джокеру, благодаря Ристмонам. И, короче, «Колобок» это особенное, потому что это вот такое уже идет русское, российское. Вышла, конечно, после уже модель «Колобок 2», уже не лимитка, потому что «Колобок 1» это именно лимитированная серия, 99 экземпляров уже не достать, все разлетелось по предзаказам, поэтому это супер редкость. И даже «Колобок 2» там все равно 100 часов в год, но, по крайней мере, есть шанс заказать, а «Колобок 1» уже нет. И прям, да, прям вот уже что-то такое вот сказочное, уже коробку, да, скажете, Дэн, уже 3 минуты почти прошло, а ты коробку не открываешь. Да, потому что Чайкин первый раз на канале, поэтому вот только сейчас я ее открываю. Так, значит, здесь карточка, международная гарантия и, собственно, вот здесь специальный инструмент, чтобы потом поговорим для чего. И вот они, часы «Колобок». Ристмоны. И напишите, кстати, в комментариях, как вы относитесь в целом к Ристмонам Чайкина. Потому что я думаю, что весь мир и все любители, они делятся на две части. Кто-то, даже я бы сказал, на 3 части. Те, кому нравятся Ристмоны, те, кому они вообще не нравятся, и те, кто, в принципе, может быть, никогда не задумывался, просто потому что не может себе позволить или никогда их не видел. Мне кажется, вот так. И здесь, знаете ли, давайте поговорим сначала о, наверное, не технической составляющей, а именно о такой больше как бы о послании, да, или о смысле этих часов, или вот о концепции этой модели. В целом, Ристмон это больше про вот некие эмоции, да, больше про послание. Но конкретно «Колобок», как мне кажется, это вот здесь объединение такое. И что, знаете, что интересно? Вот сейчас вот даже мысль в голову пришла, что вот если брать сказочную мифологию «Колобок», да, то «Колобок» это же ведь не совсем вот как бы то, что ну, вот банально прочитать можно в сказке, а здесь именно когда вот «Колобок» это солнце, и вот животное, каждый с ним встречается, что-то от колобка откусывает, и это вот колобок уменьшается, и по сути это такое отражение смены времен года. И поэтому, когда мы говорим «солнце», определение времени, солнце меньше, значит у нас меняется времена года. То есть как бы в часах именно Ристмонах колобок, он вообще может быть даже первостепенный был бы.
При этом, вот если смотреть на именно сайт Чайкина, то там говорят как, что это вот новый Ристмон, это, чтобы не происходило, колобок, он всегда идет вперед, он так и поступает, и в дизайне колобка скрыт еще один смысл, что в образе персонажа сказочного есть дополнительное измерение, он представляется Чайкину как своего рода таком даже предвосхищает смайлики, да, первый русский смайл. Может быть, но в моем представлении, если мы говорим именно про сказку, то, возможно, это как раз вот такое вот определение времени. Может быть, я не прав. Да, в конце концов, какая разница? Мы же с вами говорим про эмоции, а часы сейчас, механические часы тем более, это всегда про эмоции. Как вы их воспринимаете, что вы думаете, что думал мастер, что думаете вы, почему вы их купили, почему вы их носите на запястье. Это всегда эмоции, они должны у вас их вызывать. И Ристмоны Чайкина это всегда про эмоции, потому что вы можете сказать, нет, это не мое, это детский сад, да, или вы можете сказать, да, вот это глубокая мысль, или кто-то может сказать, что да, это с одной стороны вот такой вот как бы мультяшная, сказочная демонстрация циферблата, а при этом сзади переворачиваем, опа, а там уже высокая механика. И это тоже такой контраст, это тоже интересно. Это тоже такое вот свойство, может быть, Ристмонов Чайкина. А здесь, в этих часах, конечно же, такая вот фирменная чайкинская индикация, когда у нас есть глаза. Глаза — это часы, а слева, справа — это минуты, и есть рот, да, и у нас получается такая улыбка, лунная улыбка, потому что что здесь показывают у нас? У нас здесь показывается индикатор дней недели и индикатор фаз Луны. Это вот рот колобка в таких вот, опять же, такие мультяшные здесь сказочные отображения. И вот, знаете, как бы такой контраст просто потрясающий, когда ты смотришь на эти часы, ты понимаешь, что с одной стороны здесь вот сказка, а с другой стороны здесь высокая хорология. И это прям как-то вот начинает немножко даже разрывать тебя, потому что ты думаешь, ну вроде бы вот это вот не мое, да, а потом ты думаешь, а здесь усложнение. И это мы еще не говорили про то, как сделан циферблат, про механизм. И вот здесь, наверное, мы должны перейти к дизайну. То есть я уже говорил, да, что дизайн Ристмонов никого не оставляет равнодушным. Честно говоря, вот я скажу вам сразу и откровенно, что я никогда не был фанатом именно Ристмонов от Чайкина. Мне нравятся его другие модели, практически все, они потрясающие, но Ристмоны меня никогда вот за душу не брали. Может быть, сегодня это вот именно первый раз, когда я задумался про них по-другому. Ну что ж, я тоже же ведь, да, как бы вот человек, который погружен в часы, и у меня тоже есть свое какое-то впечатление или мнение. И поэтому, знаете, вот я думаю, что огромное количество людей, которые считают эти часы несерьезными или детскими, или просто не может себе их позволить, потому что даже обычный колобок, который не лимитирован, он стоит там почти 2 миллиона рублей. На вторичном рынке и второй колобок, и первый колобок сильно дороже стоят, поэтому я даже тут не буду вам называть, какие цены на вторичке, можете сами посмотреть. Ну, то есть часы это абсолютно не для всех. Плюс их не так-то просто в принципе купить, как и все часы от Чайкина, нужно долго ждать. Поэтому еще от этого, может быть, зависит, да, вот, ну, то есть вот ты не понимаешь эти часы, ты там нужно ждать, ты в принципе не готов их купить, там, или ты их в принципе не можешь купить, да, это вот тоже, как мне кажется, такой важный момент именно в осознании таких часов. Ну что ж, поговорили про эмоции, давайте теперь поговорим про сами часы. Кстати, каждому покупателю еще от Чайкина есть вот такой его личный рисунок, который относится как раз-таки к колобку, к Ристмонам, и у него есть индивидуальный номер. И мне кажется, вот это уже, вот это как-то настолько уже личное, да, настолько прям вот близкое, то, что сближает тебя с мастером, с часами, что вот это вау. Прям я, вот честно говоря, когда мне Патриарх показал вот этот рисунок, этот набросок, я подумал, что да, вот это здорово.
Это очень круто, это очень душевно. Итак, значит, давайте теперь поговорим про калибр. Кстати, номер 5599. И посмотрите, колобок, Чайкин. Вау. И вот этот ротор потрясающий просто. Да, сказочный ротор механизма. О, да, это красиво. Это, блин, это прям восхищает. Калибр К1820, здесь автоподзавод, производство мануфактуры Константин Чайкин. Здесь модуль Джокер индикации включает 80 деталей, в том числе 8 камней, запас хода 42 часа. Базовый калибр здесь ETA 2892А2. И, как я уже говорил, функции индикация времени, индикация дней недели и индикация фаз Луны. Дальше, если мы с вами уже обратим внимание на циферблат, то, как я говорил, с левой части это часы, с правой это минуты. И они управляются заводной, точнее головкой, да, она заводная же, которая находится с правой части. Вот мы настраиваем минуты, и дальше также мы настраиваем часы. И у нас глаза движутся. И так в течение дня получается иногда как бы достаточно смешно, да, странно выглядит. И это как раз вызывает огромное количество, как мне кажется, эмоций, да. Циферблат здесь запеченный, многослойное лаковое покрытие с использованием градиентного эффекта. Да, увидим, что градиент, он чуть-чуть более румяный, этот колобок по краям циферблата. И получается такая, да, вот ощущение того, что он немножко поджаристый, он такой румяный. Очень интересно сделано по краям. И носик такой тоже чуть более румяный получается. Глаза такие горящие, да, глаза задорные. И глянцевый лак здесь используется. В глазах они приобретают такой вот, они блестят, да, это прям классно. Ну, ты смотришь на него, и он действительно как будто бы живой. А когда он еще и движется, потому что, как, ну да, секунд здесь нет, но минуты движутся. И это прям здорово. Супер. И что касается с левой стороны, здесь вторая головка, которая отвечает как раз уже за фазы Луны и за дни недели. И вот специальный, да, вот здесь даже инструмент, который в комплекте. И здесь на головку мы нажимаем, и у нас идет переключение как раз таки дня недели и фаз Луны. Ну, если говорить про банальные такие вещи, как размеры, хотя я думаю, что это всегда немаловажно, то 40 мм у нас диаметр, высота 12,8, по ремешку 20, то есть, если что, можно и сторонний ставить, но здесь крокодил в базе, он шикарный. И от ушка до ушка 45,6. Мое запястье 18,5, ну и вот так колобок ложится на мое запястье. Ну, кстати, в самый раз. Я думаю, что на среднее запястье, на крупное запястье будет окей. На небольшое, может быть, они немножко крупноваты, но в целом 40 мм, мне кажется, нормально. Вполне себе сядут. К тому же, смотрите, как здесь, да, ремешок, опять же, вплотную подходит к корпусу, поэтому все достаточно удобно. Ну, понятное дело, корпус с учетом усложнений, он не самый здесь низкий и достаточно высокий. Но для такого плана часов это, в принципе, не имеет никакого значения. Также обратите внимание, на ранте как раз написано колобок, да, по-русски. Есть винты, которые держат рант. Зеркальная полировочка на верхней части ушек, сатинирование по основной части корпуса. Ушки здесь такие прям объемные, достаточно крупные. Корпус достаточно высокий. Посмотрите, какая красивая здесь роскошная заводная головка. Объемная, рельефная. Задняя часть тоже шикарная. И ремешок с такой желтой прострочкой. Ну, в плане качества мы с вами, конечно же, еще более детально чуть посмотрим, но здесь все на высочайшем уровне. Это люкс, господа. Это высокое часовое искусство. И более того, я вам скажу так, это произведение искусство плюс идея воплощения вот в этих конкретных часах. Рельефные, объемные, конечно, здесь и глаза, и рот колобка. И он, знаете, дарит какую-то такую прям душевность, он дарит яркость и он дарит позитив. Вот если сравнивать с тем же Джокером, мне кажется, Джокер, он больше такой, как мне кажется, негативный, а колобок, он в позитив, поэтому вот он всегда, вот хочется улыбнуться, когда ты смотришь на колобка, согласитесь.
Ну и здесь красотища. Очень эффектно, очень шикарно. Ну что же, пришло время подводить итоги, и что я могу сказать? Ну, давайте говорить откровенно. Достаточно дорогие часы, с одной стороны. С другой стороны, за те же там самые, там, условно, 2 плюс миллиона рублей или там 20-25 тысяч долларов. Глобально, да, есть определенные модели часов, которые таких эмоций не вызовут, такую идею не будут из себя представлять. Это будет, скорее всего, достаточно раскрученный бренд, но это будут обычные часы. Может быть, даже если мы говорим про тот же Rolex, это будет просто масс-маркет. Но я хочу сказать так, мне кажется, в моем восприятии, Чайкин это для тех, у кого уже побывали часы из масс-маркета, кто уже, может быть, с ними наигрался, и кому хочется чего-то большего. Большего по идее, большего по реализации, большего по эмоциям. И вот тогда человек уже приходит к Чайкину. Напишите ваше мнение, что вы думаете про Чайкина, про Колобка, про вот как раз-таки какое-то вот именно эмоциональное восприятие таких часов. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.